Всем привет! Проснулись, улыбнулись. Как бросить курить? Конечно же, задавался практически каждый курильщик. Но у меня сегодня месяц с того дня, как я вообще отказался от никотина и перестал просто курить. Я дико извиняюсь, то, что пропустил уже 2 воскресенья. На это были свои причины, это очень много было работы. Да, это ладно. Так, пока давайте дойдем до лавки. Давайте лавку назовем лавка исповеди, где буду просто рассказывать на самом деле. Сейчас месяц, и потом я думаю, логично будет через еще месяц вернуться к этому вопросу. Так, а перед тем, как мы идем до лавки, давайте я вам немного Болгарии покажу. Вот просто представляете, вот это вот жилые дома, все, да? Вот, и тут же у вас у дома кафе. И причем цены здесь, допустим, с утра или вечером, в основном вечером прийти покушать, вот с такими ценами. И причем очень много народу, именно под вечер, потому что у нас днем сейчас 35-37, вообще даже разговаривать невозможно, пересыхает все во рту. Вот. В общем-то, маленькая Болгария, вот она вот во всем такая. Вот Болгария, просто это вот дворики, и в двориках кафе. И причем обратите внимание на балконы тоже. Они постоянно что-то обустраивают. А вот, к примеру, вообще кальянная. Ага. Да, если бы я не бросил курить, скорее всего бы я в кальянную это каждый день бы и ходил. Лучше вообще на самом деле бросить никотин. Никакого смысла в этом нету. Я на лавке сейчас все расскажу, как и что вообще от этого никотина. А вот, кстати, к примеру, вот, казалось бы, да, жилой дом, раз, и частный дом. Прикольно? Прикольно. И вся Болгария в этом. Вот это вот маленькие вот эти вот моменты, вот эти кафешечки прямо во дворе, магазинчики маленькие во дворе, то есть тут и каждый друг друга знает, и все вечером собираются такие, давай, вот, к примеру, овощная лавка, да? Вот это, вот, казалось бы, овощная лавка, и рядом, пожалуйста, книги. Можете приобрести книги. Зашел за помидорками и огурчиками, купил книги, купил еще что-то. И тот же самый кафе. Тут уже более комфортно, более уютно. И вот так вот, это вот нужно смотреть вечером. Конечно, вечером попозже еще тоже покажу. Вот именно вечером вот начинается вся Болгария. Или вот детская площадка. Вот сколько мимо нее не прохожу раз, да? Вот тут лавочки, все прочее. И то есть родители, бабушки с детьми. Вот тут даже пепельница есть. Представляете, как культурно. Вчера проходил. Дедульки вот здесь вот на этой лавочке за столиком собрались. Взяли себе баночку пивка, что-то сидят. Там внуки с внучками бегают, играются. Вот. И вот так вот. Вот казалось бы, да? Вот обычный дом. Еще советского времени, да? И вот здесь просто они вот сделали маленький свой уголочек и вечерами. Или вот площадка новая. Это оплачено Евросоюзом, скорее всего, потому что она уж совсем современная, наверное, красивая. И каждый вечер, вот, к примеру, как сейчас вы видите, каждый вечер молодежь собирается. И вот небольшие, вот сейчас я просто, если под этим видео, конечно, наберется там 100 лайков, или больше, или комментариев, потому что это важно очень сильно для продвижения канала. Если с вашей помощью мы соберем столько лайков и прочего, я просто буду по всей Болгарии ходить, рассказывать. И вот нюансы про молодежь. Она здесь вся спортивная. Они все занимаются каким-то спортом. И вот что немаловажно, вот сейчас дальше пройду магазин, алкогольный, да. Я еще, сколько вот здесь живу, я еще ни разу в жизни не видел каких-то пьяных или дерущихся болгар.
Не было никакой ни драки. Вообще, чтобы кто-то из болгар был на улице пьяный, но это только в кафе, и это невообразимо, в общем. Так что тут дело-то, вот можете кто-то сказать там, я вот читаю все время новости разные, в России это запретили, то да хоть запрещайся, это вообще не поможет. Это все в голове, вот то же самое вот с курением. Абсолютно это все, я сейчас понимаю, то, что это все только в голове. Никакой запрет тебе ничего не даст. Сейчас дальше пройдемся и покажу еще несколько моментов таких, которые прям в Болгарии для меня это очень сильно нравится. Вот, посмотрите, сделали новый садик или школу. Скорее всего, это садик, потому что он совсем маленький. Новый. И вот 3 года назад можно было еще даже, мне кажется, не думать о таком. А всю Болгарию застраивают. Людей очень много приезжает. Вы посмотрите, какая красота. Это ж вообще, вот это вот Болгария. Все, что нужно знать. Конечно, там много, можете сказать, там очень много минусов. Но стараются, делают. Все для людей. Молодцы. Ладно, все, давайте пойдем на нашу лавочку исповеди. Сейчас еще скоро Маша должна подойти. И расскажу, поделюсь впечатлениями. А вы, конечно же, не забывайте поставить лайк, если такого формата вам нравится. Давайте поддержим нас и будем показывать вам прекрасную Болгарию изнутри. Вот, посмотрите, как будто Лондон, где-то на юге Лондона. И вот Болгария, она вся разная. Вы можете, кстати, посмотреть, у нас на канале есть, это в самом начале, как мы жили и выживали в Лондоне. Это было на самом деле очень увлекательно. Другая страна, вообще все другое. Английский их, это вообще ничего не понятно. Я хоть более-менее как-то знаю английский, но там все ноль. Из болгар многие, кто живут в Англии, конечно, уже там тоже научились уже говорить. Так что давайте наберем лайки под этим видео, и будет вам интересная Болгария. Вот, посмотрите. Вот, это ж красота просто. Свои частные апартаменты. Немного квартирный дом. Или вот балконы. Просто посмотрите, это балкон. Там батут. Балкон, как, я не знаю, 2 квартиры у кого-нибудь. Но уже современные дома идут. Ладно, все, идем на нашу исповедальню. Лавочка исповеди. Все, наконец-то мы добрались до этой лавочки. Лавочка исповеди, лавочка для некурящих. В общем-то, что хочу рассказать за этот месяц, который я уже не курю. Первое, самое сложное, это первые 2-3 недели, это самое максимальное, оно тебя выворачивает, ты начинаешь нервничать, агрессировать, ты не знаешь, что тебе делать, ты слоняешься из угла в угол. В общем, это самые-самые сложные дни, недели. Но, в принципе, это перебороть. Самое важное, это в голове у себя выключить вот этот страх. Вот Маша подтверждает, потому что особенно вечером, когда мы садимся там какой-нибудь сериал смотреть, ты не знаешь, чем себя занять, ты просто уже, тебе и не сериал, вообще тебе ничего, все безразлично. В общем-то, плюс какой-то, что мы начали заниматься спортом. Чуть-чуть. Да? Чуть-чуть. Да, у нас во дворах есть специальные площадки, где мы хотя бы начинаем тренировать свои мышцы, чтобы они понимали, что от них потом хотят в спортзале. Потому что в спортзал мы тоже как-то раз ходили, но было тяжело. Ужас ужасный для меня.
Так, ну давайте, в принципе, расскажу вообще эти 3 недели. Кстати, кто впервые это видео видит, вы можете посмотреть здесь по ссылке. Именно процессы первую неделю, вторую неделю, когда я рассказываю, что происходит. Самое сложное — это первая неделя. Первые 2 дня я никогда в жизни, наверное, вообще не вспомню, что со мной было. Вот первые изменения идет на 3-5 день, когда твои легкие, ты чувствуешь, ну вот это внутри газировку, как я ее называю, очищение легких. Вот это самое нужно перебороть себя, не пугаться ни в коем случае. Итак, что касаемо второй недели, мы уже начали заниматься спортом на площадку. И то, что я заметил, это на самом деле дыхание. Начал глубже дышать. Легкие реально как будто открылись. Кашля никакого нету. И пропала отдышка, вот эта тяжелая. Кто курит, знает, что дышать становится очень плохо. Также потом запахи и вкус. Начал все чувствовать вообще по-другому. Вкус, еда стала какой-то другой. Насыщенный, кажется, да, потому что рецепторы начинают работать в полную силу. И, конечно же, кожа и лицо. Умываться, вот прям когда умываешься, ты чувствуешь, как будто кожа такая мягкая становится. Также появился хороший сон. Засыпать стал вообще. Раньше нужно было какой-то телевизор, чтобы работал, посторонние шумы. Сейчас вообще полная тишина должна быть. И просыпаешься ты по своему внутреннему будильнику, на который ты постоянно начинаешь просыпаться. Даже раньше запрограммированного, да? Потому что Маша на работу тоже, у нее будильник стоит. Вот, и энергии стало намного больше, как-то, я не знаю, ты ходишь, вот в это время, когда я бросал, я начал ходить по улице просто часто, и мне так нравилось, это, я не знаю, откуда энергия, конечно, начинает появляться, вот, плюс питание, стало равномерным, запланированным, причем по графику, вот, и сейчас, начинаются такие, скажем, хорошие улучшения. И что немаловажно, это, конечно же, контроль над собой. В общем-то, я что понял, все это у нас вот здесь в голове, и нужно просто самому себе сказать каким-то образом, способом, я не знаю, как вы его найдете, каким это способом будет, но именно сила воли, вот она ключевой момент такой, который поможет вам на самом деле наконец-то бросить курить. И в заключение, что хочу сказать. Это было жестко. Да, это жестко. На самом деле, если ты сейчас думаешь бросить курить или ты уже начал курить, просто помни, продержись вот первые 2-3 недели, все, больше тебя уже не остановить. Ты уже сам поймешь, что тебе это не нужно. И в целом ты, по-другому себя будешь чувствовать вообще. Просто, вот на самом деле, просто попробуй. Ты потом можешь обратно, вот не понравится тебе вот это ощущение легкости, закури обратно. Сколько раз те, кто бросает курить, закуривают обратно. Это опять же стресс. Хочу пожелать тебе удачи, если ты захочешь бросить курить. И обязательно напиши в комментарии, если ты уже бросил или только начинаешь бросать. Все, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео кому-то будет полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте свой лайк и комментарий. Все, всем спасибо. До новых встреч. Пока. Я сижу такая, думаю, че?